Всем привет, с вами Одно Яйцо. Сегодня мы обсудим всех NPC в лобби. Вас ждет пара интересных фактов о них и перевод их диалогов. Первый NPC — это доставщик пиццы из The Worked Pizza Place. Что интересно, многие путают его с Эллиотом, но это разные персонажи. Скорее всего, Эллиот пропал, и уже после этого доставщика пиццы вызвали отправлять пиццу вместо него, и он тоже пропал. Мне ранее звонили, чтобы доставить сюда пиццу, но я не уверен, что это нужный дом. Плюсом я потерял свою машину по пути сюда, и теперь я вообще хз, как возвращаться домой. Я не думаю, что получу зарплату после того, как расскажу боссу об этом. Часы являются NPC, которые позволяют вам оставаться в лобби, включая АФК-режим, и намекают на то, что выжившие с недостаточно сильными эмоциями не отправляются в матчи, а остаются в лобби. Подробнее мы это разбирали в прошлом видео. Вы смотрите на гипнотизирующее движение напольных часов. Даже они не могут определить настоящее время. Включить режим АФК. Вы внезапно чувствуете покой. Отключить режим АФК. Вы внезапно начинаете беспокоиться. Рядом с часами раньше находился Bizarrный чел. Это автор плейса Bizarre Day по аниме «Невероятные приключения Джоджо». Неизвестно, почему его удалили из игры. Я не знаю, как я сюда попал, но это довольно bizarrный день. Голова над камином тоже является NPC. Dark Bloxer, получивший популярность в англ-фандоме старой ретро-модели динозавров с страшными мордами. Нашего же Dark Bloxer из Forsaken обезглавил Джейсон. Незавидная судьба. Помогите! Я застрял в этой стене, я не могу выбраться! Чувак! Возле камина стоит Брэндон. При разговоре с ним вы получите ачивку. Это особенный NPC из YouTube сериала Brandon Works, где по сюжету Брэндон давно пропал, и его друг Оззи заходит в его Roblox Places, чтобы вспомнить о нем. И постепенно он узнает, что именно стало с Брэндоном. Я не буду вам спойлерить сериал, но скажу так. Советы, которые он дает, и вопросы про ваше самочувствие не случайны. У Брэндона была весьма тяжелая жизнь. Также пару интересных фактов. Карта места Брэндона как раз таки его место. Также Брэндон, которого вы видите в лобби, это не настоящий Брэндон. Настоящий Брэндон создал этого NPC, похожего на него, который будет встречать пользователей в его плейсах. Именно с этим NPC Брэндоном постоянно общался Оззи в сериале. Привет, как ты себя чувствуешь? Чувствую себя хорошо. Круто. Чем ты занимаешься? Тусуюсь. Ошибка код D8. Играю в игры. О, какая твоя любимая игра? Heli Wars. Азо, это ты? Лол, не может быть. Надеюсь, ты еще выберешься отсюда, и мы повеселимся. Чувствую себя плохо. Ох, прости, что случилось? Проблемы в интернете. Нубы-тролли беспокоят тебя. Попробуй игнорировать их, и все будет хорошо. Проблемы в жизни. Надеюсь, все наладится. Жаль, что я не смог помочь. Попробуй поговорить об этом с настоящим человеком. Раньше возле камина стоял еще один NPC, тренировочный манекен. Его использовали для проверки анимации во время диалогов и после его удалили. Я привил для разговорных анимаций, я думаю. На стойке регистрации и у входа в ресторан вас встретит хозяин этой хижины Карл. Он не просто персонаж, а отсылка на ютубера Groovy Dominus и его видео, где NPC становится умнее. В том видео Карл был NPC, который все видео пытался поднять пистолет, застрявший в земле. В Forsaken же Карл намекает на то, что выжившие здесь не могут выбраться из этого места. Йоу! Стало здесь бесплатные. Они бы стоили дороже, но здесь нельзя потратить свои деньги, потому что тут нет магазинов. В ресторане Карла также сидят пару NPC. Один из них это Грег, выглядящий как простой нуб, которых здесь полно. По диалогу с ним можно понять, что именно Грег заказал пиццу, из-за которой сюда попал Эллиот и другой доставщик. Я заказал пиццу, прежде чем меня отвели в это место. Правда, доставка заняла некоторое время. Рядом с Грегом сидит Рейджер. Это ютубер, который снял шуточный видос по Forsaken, где говорил, что он топ-1 игрок Forsaken и при этом очень фигово играл. Разработчикам так понравился этот видос, что они добавили его в игру. Я самый великий игрок Forsaken. Я стоп в этой игре. А хотя... Над рестораном на втором этаже вы сможете увидеть Марта, пялящегося в телек с пандой. Этого NPC очень часто удаляли и возвращали, и все ради этого шедевра диалога. Панда. На выходе из хижины стоит кот. Просто кот. Но очень грубый. Если вы поговорите с ним 15 раз подряд, вы получите достижение. На что смотришь, ничтожество? Да, я могу говорить. А тебе какое дело, придурок? Мяу. Мяу-мяу. Мяу.
Роланд — персонаж, связанный с серией игр Limbus Company, с которой также связаны эти скины на Джона Доу и Гости и пару будущих скинов. Роланд в своей серии игр был весьма сильным персонажем, который сначала был протагонистом, а после антагонистом. Но на самом деле это не настоящий Роланд, а просто косплеер. Я на самом деле не знаю, как я сюда попал, если честно. Я хочу вернуться на конкурс косплея. Справа от Роланда вы сможете заметить группу строителей, а если точнее одного нормального строителя и его уменьшенного собрата. Они построили баррикады, так как снаружи пытаются пробраться разные монстры, в том числе, возможно, даже и убийцы. 2х2 сказал мне никого сюда не пускать из-за злых монстров или чего-то в этом роде. Так что ты не пройдешь мимо этих досок, которые я построил. Если, конечно, ты не перелезешь. Но я думаю, ты этого не сделаешь. Сладкопупик, пожалуйста, не перелезай через мою баррикаду. Я потратил на нее много времени, просто чтобы ты не перелез. Я сделал здесь забор. Людям просто нравится приписывать себе заслуги за то, что я делаю, потому что я меньше их. Кстати, не ходите вокруг этого забора. Спасибо. С другой стороны от баррикады стоит Монстр Торт, который пытается прорваться через баррикаду. Он из довольно старой игры Make a Cake, где вы создавали злые Монстр Торты, чтобы скормить их огромному нубу. Фу. Кто ты? Ты выглядишь аппетитно. В хижине рядом находится детектив Айрис, который общается хэштегами и расследует загадочную картину с цифрой 4, что снова отсылает нас на АРГ Форсакен. О, привет. Кажется, вы поймали меня во время моего расследования. Что теперь? Видишь эту картину? Я ее рассматриваю. Что-то тут не так. Но я пока не могу ничего подтвердить или опровергнуть. Это как-то сбивает с толку. Мне может понадобиться больше времени на исследование, чтобы собрать все эти подсказки воедино, если я хочу разгадать эту тайну. Смотреть на это... Десмонд и Глебус стоят около второй хижины. Десмонд восхищается трюками Глебуса, который заключается в том, что тот говорит «Глеб». Сам Глебус не является отсылкой на что-то, хотя, возможно, основан на Кьюберте. Глебус даже являлся игровым персонажем в шуточной версии Форсакен на 1 апреля, заменяя Элиота. Также ходит слух, что Глебус является сильнейшим существом Форсакен. Этот парень делает такой крутой трюк, чувак! Ты должен это увидеть! Глеб, разве это не круто? Глеб, это тоже было хорошо, не так ли, Глеб? Ты, наверное, уже понял, Глеб. Это, наверное, моя самая лучшая шутка. Глеб, ладно, чувак, теперь ты просто держишь обстановку напряжения. Ну и перед самыми интересными диалогами небольшая реклама. Давно хотел прикупить робоксы по самой дешевой цене? Тогда заходи на сайт Roblox.Sell. На этом сайте вы сможете купить робоксы по самым выгодным ценам. Roblox.Sell имеет огромное количество положительных отзывов, а значит им можно доверять, это я проверил лично. На этом сайте робоксы всегда есть в наличии, а для желающих получить их совершенно бесплатно сейчас действует акция. Делись своим промокодом с друзьями и получай робоксы с первой покупки друга, а также выполняй задания и получай за это робоксы. Покупай робоксы дешевле, чем где-либо, не беспокойся за безопасность своего аккаунта. Используйте мой промокод ONEEGG при покупке робоксов и получайте 20 робоксов в подарок. Все это только на Roblox.Sell, ссылка на сайт в описании. Рядом с Глебусом и Десмондом стоит странное письмо. По словам разработчиков, смысл письма прояснится при выходе Гостя 666, так что возможно письмо связано с Гостем 666 или его другом Нубом. А может и вовсе это письмо отправил кто-то из них. Вы замечаете открытое письмо, которое не попало в ящик? Эйсик Сера это. У меня есть, если это, надеюсь, сделает как-то снова. Я сожалею, что так много. И заставили осознать вещи. То, что произошло в тот день, могло бы предотвратить. Остальная часть письма нечитаема. Чувствуется, что оцензурированный текст проявит себя позже.
Синий олень, тоже удаленный NPC, раньше находился снаружи дома возле камина. Синий олень — это неофициальный маскот Roblox, появившийся в трейлере Roblox, созданный самим Шедлецким. В том трейлере Синий олень говорил, что он похож на зубастого оленя и поэтому прячется от других. Он говорил, что не хочет создавать Спарту, а хочет играть с друзьями и взрывать здания. Сейчас Синий олень многими забыт, а его NPC с Forsaken удалили, потому что появился скин на Дусикара с синим оленем. Так что сюжетно Синий олень никуда не пропал, просто теперь он убегает вместе с другими выжившими от убийц. Также рядом с оленем на пеньке лежит магнитофон, который снова вам намекает на мой прошлый ролик. Вырвитесь из этого мира и примите близко к сердцу то, чему вы научились в каждой его части. В неизвестном клубе, где сеются тайны, расскажи свою историю в одиночку. Ого, незнакомец. Опасность, чувак. Лол. Шучу, привет. Почему ты прячешься? Люди назвали меня зубастым оленем, поэтому я пошел сюда, чтобы побыть один. Я не зубастый олень. Привет еще раз. Как дела? Что случилось с магнитофоном? Я не знаю, просто он был где-то там. Я никогда не удосуживался послушать это. Лол, хотя, возможно, там есть несколько неплохих мелодий. Типа, как супер, диско, фанк, поп, рэп, гиперспидрок, биты 70-х годов. Что случилось с магнитофоном? Разве ты меня об этом уже не спрашивал? Я же сказал, я на самом деле ничего об этом не знаю. Можешь пойти и проверить, если хочешь, лол. Я же не собираюсь тебя останавливать. Почему ты выглядишь странно? Я не выгляжу странно, я выгляжу нормально. Ты похож на зубастого оленя. Ладно, чувак, как хочешь, ты просто грубый. Привет. Почему ты прячешься? Я уверен, ты знаешь почему, подлые штанишки. Почему ты выглядишь странно? Это потому, что люди называли меня зубастым оленем. Вы, ребята, все такие задиры, знаете ли. Молюсь Богу, чтобы вас покарали или что-то в этом роде за обзывание. Ты похож на зубастого оленя. Ха-ха, ты такой креативный, ха-ха. Придумай новую шутку, неудачник. Ясно, почему ты здесь. Ты такой злой без причины. Что случилось с магнитофоном? Я не знаю. Но даже если бы я знал, я бы тебе не сказал. Бездарь. Что случилось с магнитофоном? Чувак, ты тупой! Я буквально только что сказал вам, что ничего об этом не знаю. Знаешь, чувак, я даже не хочу больше с тобой разговаривать. Уходи! Ладно, чувак, все, ты доигрался. Раньше у причала стояло два NPC. Первый — это Фингус, бывший разработчик Forsaken, которого когда-то сделали NPC по приколу. Но потом его удалил лично Соул, потому что Фингус ударил кого-то ножом и сейчас сидит в тюрьме. Чё как, чел? Второй NPC более интересный. Неизвестно, почему его удалили. Это культист из YouTube-сериала Hall of Heart. В нем главный герой с амнезией попадает в таинственное место Hall of Heart, то есть разбитое сердце. Культист в этом сериале является антагонистом, который появляется в сложные моменты для главного героя, чтобы тот разобрался в своих воспоминаниях. В Forsaken же этот персонаж намекает на то, что он единственный, кто может противостоять спектру и защищает нас от него. И после пропажи этого культиста и стали появляться новые выжившие. Все являются жертвами его влияния и живут этим каждый день. Увидишь все таким, каким оно будет, когда ты будешь жить по-настоящему. Любопытство имеет под собой основание. Мотивация искать ответ. Почему ты в маске? Фигура, которая представляет то, кем я являюсь. Как тихо стало. Как я и обещал, урожай останется нетронутым. А? Влияние будет сохраняться до тех пор, пока ты существуешь. Он наблюдает за каждым мгновением. Оставайся здесь столько, сколько пожелаешь. Только я не могу наблюдать, где мы находимся. А? Действуй осторожно. Также у нас есть информация о еще двух будущих NPC. Лидера лагеря выживших 2x2. Брат 1x1, который и приказал строителям строить баррикады. Судя по табличке снаружи дома, он возвращается с рыбалки. И когда 2x2 добавят в лобби, он будет служить обучающим персонажем для новичков и одним из ключевых персонажей в лоре. Как и Джейн Доу, второй будущий NPC и жена Джона Доу. Когда ее добавят в лобби, она будет владельцем магазина и его продавцом. Возможно, Джейн Доу также будет и будущим выжившим. У нас есть ее внешний вид. Скорее всего, этих двух NPC мы увидим не скоро, а ближе к выходу Forsaken из альфа-теста. На этом все. Не забывайте подписываться на Бусти, где выходят эксклюзивные ролики. Ну и всем чмоки-чмоки.
Бежит по краю света великий воин где-то, одинокий воин ветра, одинокий воин ветра, бежит по краю света.